Теперь давай перейдем к последнему набору эмоциональных выражений, основанных на удивлении и ужасе. Названия выражений немного отличаются и в моих файлах. Так что хорошо, что я показываю их напрямую, чтобы было более ясно, какие из них я имею в виду для выражения удивления. Мы можем в принципе повторно использовать тесты с выражением беспокойства. Большая разница здесь заключается в движении вокруг глаз и лба, чтобы подчеркнуть удивление. На бровях будет очень мало движения вниз. Гофрированный можно немного потянуть, чтобы получить складку между бровями и сделать брови более S-образными. Передняя часть снова используется для подтягивания бровей вдоль лба. Чем больше ты натягиваешь лобную часть, тем больше ты также натягиваешь брови и верхние веки. Это показывает больше моего белого в глазах. Вот краткое сравнение с моей рекомендацией. Ты также можешь немного приподнять нижние веки и добавить немного усмешки, чтобы охватить больше областей лица. И выражение, натягивающее курорт, это снова немного подвигать уголками рта, тоже может помочь. Также, хотя на самом деле это не видно в моей ссылке в выражении, которое я сделал в Rain, я тоже немного потянул за уши и кожу головы. Это может помочь, когда подтягивается не только лоб, но и окружающие области. Таким образом, вы получаете цепную реакцию в выражении лица, когда задействовано много мышц, хотя я никогда не двигал самими волосами ни в одном из моих тестов на выражение лица. И вы совершенно свободны делать это, чтобы сделать выражения еще более правдоподобными. Это выражение, крайняя вариация предыдущего, действительно напрягайте мышцы до предела, чтобы получить снова и снова преувеличенное выражение. Передние дворцы тоже тянули больше, чем раньше. Нижнее веко и ухмылку тоже можно надавить еще раз. Не забывай держать нижнее веко прямым. Челюсть также открывается намного больше, и ресурсы тоже сильно потянули. В конце концов, ты можешь решить, хочешь ли ты преувеличить открытый рот и добавить выпуклости на задней части щек. То же самое относится и к напряжению в курортных зонах, идущему по шее. Есть дополнительные уровни реализма, которые можно немного упростить. Самое главное, чтобы ты сдерживал себя в том, на что способны мышцы, и чтобы объемы и структура костей оставались неизменными, глядя на эталон. Они немного непоследовательны и, конечно, очень забавны. И на виде спереди я закрыл глаза гораздо больше, чем на сайте. В этом тоже больше насмешки. Я могу порекомендовать выбрать любой из этих вариантов. Подтягивание за уши и кожу головы также может помочь при подтягивании лба вверх. Также обрати внимание на форму рта. Верхние зубы, вероятно, в основном или полностью закрыты верхней губой, прижимающейся к ним. Это приводит к тому, что верхняя губа закатывается внутрь и становится очень гладкой и немного выпуклой. Нижняя губа оттягивается курортными зонами вниз к шее, что придает ей почти двойной ю. Форма. Нижние зубы определенно более заметны, так как все губы по сути оттянуты вниз. Еще один совет, как обращаться с носом, когда тянешь за верхнюю губу. Попробуй также немного потянуть за нос и крылья носа, но кончик носа оставь в основном таким же. Просто сдвинь и растяни кожу и немного разгладь кончик. Твердая структура носа всегда жесткая и только немного натягивается, так как она немного эластична. Это не кость, но кожа и плоть на ней могут быть натянуты окружающими мышцами гораздо сильнее, если они действительно преувеличены. Теперь мы приступаем к последним стресс-тестам для лица. Первое очень похоже на предыдущие выражения, где мы максимально растягиваем лицо. Я назвал это выражение шокированным, когда я это сделал, но это по сути то же самое, что я называю это прямо сейчас, то есть растянутым выражением. Мы обычно можем использовать эту среднюю ось,
и все, что выше нее, растягивается вверх, а все, что ниже нее, растягивается вниз в анимации и такелаже. Есть также дополнительная решетка, которая часто используется, чтобы исказить и растянуть результат еще больше, но пока мы постараемся сохранить его довольно ограниченным. Так что для движения вверх будем тянуть налобную часть так сильно, как только сможем, что также оттягивает назад кожу головы. Брови приподнимаются, и каждая становится чем-то вроде одной дуги. Внешний уголок бровей двигается не так сильно, хотя и вместе с бровями. Верхние веки тоже оттянуты вверх, показывая больше белого вокруг зрачка и радужной оболочки. Год также снова вытягивается вверх на нижней стороне лица. Движение в основном исходит от вращающейся челюсти. На этот раз мы можем пропустить поворот и вывихнуть челюсть вперед, что приведет к небольшой выпуклости на задней части щек рядом с годами. Рисунок также оттягивает большую часть окружающей кожи, что убирает объем со щек, открывает рот и, что интересно, накапливает объем на шее ниже челюсти. Кожа на носу растягивается в двух направлениях, и нос в целом становится более округлым и гладким, чем раньше. И снова верхние губы оттягиваются вниз вместе с окружающей кожей, но останавливаются верхними зубами. Это приводит к тому, что они как бы обволакивают зубы. Свернись внутрь и стань очень гладким и немного выпуклым. На противоположной стороне сжатое выражение. Проверь так, что вместо того, чтобы перемещать все наружу из середины, мы перемещаем это в словах вокруг рта. У нас есть менталист, который теперь сильно приподнимает губы, что натягивает кожу на подбородке и приводит к тому, что они начинают образовывать зигзаг, а текус и ловато тянут губы еще дальше вверх, что вызывает сильные складки на линиях щек и подталкивает жир на щеках высоко вверх, и все это накапливается. Губы закатываются внутрь, и снова появляется сильная усмешка. Вместе с движением вниз и внутрь гофрированной губной помады мы получаем сильное сжатие между глазами с добавлением объема. Орбитальная область вокруг глаз также полностью сокращается, и глаза закрываются, что вызывает все это сжатие в этой области. Поскольку все стягивается воедино, когда мышцы работают так агрессивно, ты можешь быть уверен, что год снова начнет двигаться вместе с этим. На моем лице снова видно то же самое. Не забудь сдвинуть кожу вокруг щек, челюсти и лба, так как все это соединено. И при натяжении брови в значительной степени опускаются вниз, насколько это возможно, и глаза становятся тонкой сжатой областью. Но все же важно помнить о принципе прямой линии век, чтобы сделать ее более привлекательной для дождя. Здесь и близко не так много складок, как на реалистичной коже, но это нормально. Самый важный. Самые важные из них – это складки вокруг островков, и по крайней мере одна между глазами и одна сбоку рядом с глазами. Две между бровями также очень важны и заставляют их повторять форму бровей. Глядя на модель с сайта, мы видим, что между глазами должно быть увеличение объема. Убедись, что эти области сжаты, выпуклые и прижаты друг к другу. Здесь действительно полезно использовать надувную щетку. Опять же, лоб тоже сохранил свою форму, но чтобы усилить выражение, я немного приподнял челюсть. Это может сделать сжатие лица к середине еще более сильным, точно так же, как при съемке поворот задания в тестах на растянутое выражение лица делает это еще сильнее. И в качестве последнего небольшого теста мы можем создать рот «ты». Значит, это не форма буквы «У». Но какая преувеличенная форма у губ, когда ты произносишь букву «Ю». По какой-то причине это одна из самых сложных форм для выполнения. Но самое главное, тебе нужна достаточная геометрия и толщина внутренних и внешних губ, чтобы создать его. Не так уж много всего происходит, чтобы это выражение появилось, но трудно заставить его выглядеть правильно.
Прежде всего мы немного поворачиваем рисунок, чтобы открыть рот, но в то же время мы переместили рисунок вперед, чтобы создать этот небольшой прикус. Посмотри на себя в зеркало, а также для справки, затем мы сокращаем орбитальную мышцу, которая окружает губы, чтобы создать что-то вроде рта для поцелуя. Значит, мышца подтягивает губы к середине. Но так как у нас открыта челюсть, у нас есть отверстие посередине, и при движении вперед мы получаем более округлое отверстие, которое больше похоже на звук «ю» вместо старого звука. Кожа и объем вокруг рта, включая кожу от ноусуин. И кончик носа тоже тянется к губе. Мы можем поближе взглянуть на Рейн и на то, как я создал там форму губ. Тебе определенно нужно вытянуть губу вперед и переместить уголки в середину. Я могу порекомендовать тебе скачать файл и самому посмотреть на него повнимательней. Очень важно, чтобы стенки губ выглядели достаточно толстыми и мясистыми в уголках. Они прижимаются друг к другу, и от сжатия все это выглядит очень округлым и выпуклым. Если ты посмотришь на свои собственные губы, то увидишь, что отверстие посередине на самом деле не такое уж большое, как круг, а больше похоже на X. Мы можем упростить это по крайней мере до квадрата, но я могу порекомендовать не делать это идеальным кругом, чтобы иметь более точный контроль над формой губ во время лепки, особенно когда они выпуклые друг на друга. Не забудь использовать группы вершин, которые мы создали для скрытия, а также инструменты маскировки и режим скульптуры. Кисть для раздувания также очень поможет увеличить выпуклость и объем губ. Только не переусердствуй с раздуванием. Ты же не хочешь, чтобы все выглядело так, будто ее внезапно ужалила пчела. Требуется некоторое время, чтобы отшлифовать форму и получить некоторые визуальные ссылки от другой модели и себя перед зеркалом. Плюс несколько советов и подсказок о том, как это сделать. Это в основном все, что вам нужно, и в конце концов гораздо полезнее, чем полный хронометраж того, как это было сделано. Поскольку я сам тоже много ходил взад-вперед и экспериментировал, где это выглядело не совсем правильно, а потом я отступал, пробуя разные вещи, и это процесс. Это много взад-вперед и постепенно улучшается. Так что просто продолжай смотреть на ссылки и продолжай экспериментировать, пока это не будет выглядеть правильно. И с этим у тебя должен быть полный набор тестов на экспрессию для большинства эмоциональных движений и форм мышц, даже небольшая часть которых может быть действительно полезна в качестве эталона стиля. Это также подводит нас к следующему видео, к тому, что я изменил на основе этих тестов. Значит, тогда я увижу тебя.